В мире редко можно встретить истории о женщинах в возрасте 70 лет, которые решаются стать матерями. Однако один случай в Техасе удивил даже самых опытных медиков. 70-летняя Лорен Палмер стала суррогатной матерью для своей дочери, и это событие было не только необычным по своей сути, но и привело к открытиям, которые изменили жизни всей семьи. Идея вынашивания ребенка для родной дочерью появилась после долгих раздумий и обсуждений. Сначала дочь Лорен была скептически настроена к идее, возраст матери ставил под сомнение возможность безопасной беременности. Однако после консультаций с врачами и обсуждений с мужем было принято решение. Лорен должна была выносить ребенка для дочери, а значит стать матерью для своего внука. Перед тем, как согласиться на такой шаг, Лорен прошла строгие медицинские обследования. Родовые риски для женщины преклонного возраста чрезвычайно высоки, и врачи тщательно проверили ее физическое и психологическое состояние. Несмотря на возраст, Лорен оказалась в отличной форме, ее матка была здорова, а сама она продемонстрировала высокие физические показатели, которые позволили ей продолжить этот необычный путь. Беременность была инициирована методом экстракорпорального оплодотворения ЭКО, где яйцеклетка матери и сперма отца сливаются в лабораторных условиях, а затем оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в матку суррогатной матери. Процесс протекал без серьезных осложнений, и даже несмотря на возраст Лорен, врачи отметили хорошее состояние матери и ребенка. Когда пришло время рожать, врачи приняли решение провести кесарево сечение, чтобы минимизировать любые риски для здоровья Лорен. Роды прошли успешно, и здоровый мальчик по имени Харви был передан родителям. Однако вскоре стало очевидно, что с ребенком происходит нечто необычное. Во время того, когда Харви лежал на коленях у бабушки, ее муж, Том, заметил странное явление: на голове малыша были волосы, которые выглядели так, будто он унаследовал их от Лорен. Семья немедленно обратилась к врачу, и вскоре было обнаружено, что результат анализов поражает. У Харви оказалось не 2, а 3 пары ДНК. Этот феномен стал настоящей медицинской загадкой. Обычно у ребенка 2 пары ДНК, одна от матери и одна от отца. Наличие третьей пары генетической информации встречается крайне редко, и ни в одном случае суррогатного материнства такого ранее не наблюдали. Врачи предположили, что эта дополнительная пара ДНК может быть результатом уникального процесса, в ходе которого во время беременности части ДНК бабушки перешли к малышу. Возможно, что Харви впитал части ДНК Лорен, находясь в ее матке. Несмотря на удивительный характер этой мутации, Харви абсолютно здоров, и никаких негативных последствий для его здоровья не ожидается. Это поразительное сочетание случайных факторов не повлияет на его развитие, но принесло в жизнь семьи нечто уникальное. Мальчик унаследовал не только лучшие черты своих родителей, но и частицу генетической памяти своей бабушки. Эта история не просто удивительный случай из области медицины. Она напоминает о том, насколько сложными и неожиданными могут быть жизненные пути. Стремление помочь близким, готовность преодолеть любые преграды ради счастья своих детей и непредсказуемые события, которые она приносит, становятся основой этого поистине невероятного рассказа. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.